Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами испечем торт из старой моей записной книжки «Рецепт моей мамы». Торт называется «Объедение». Очень вкусный торт. Он украсит любой праздничный стол. Он, мне кажется, понравится всем. Если вы посмотрите на конечный результат, он получается замечательный, красивый, высокий и совсем-совсем несложный в приготовлении. Попробуйте сегодня его приготовить со мной. Вспомните этот старый рецепт, кто его когда-то уже пек. И, мне кажется, он у вас у всех получится и всем понравится. Ну что, начнем печь, мои дорогие. Сегодня мы начинаем приготовление с крема. Для крема нам нужно будет 800 мл молока. Отправляем в любую кастрюльку. Сюда же мы добавляем стакан сахарного песка, 200 грамм, 80 грамм кукурузного крахмала. В чем разница? Раньше я этот крем варила с добавлением муки. Кукурузного крахмала не было тогда. И я клала ровно 8 столовых ложек муки. Если кто-то хочет заменить кукурузный крахмал на муку, воспользуйтесь. Крем у нас уже готов. До загустения мы его проварили. Крем без яиц, как вы поняли. Отправляем его в другую посуду, и нам нужно будет его охладить. Закрываем пленочкой, чтобы не образовалось никакой корочки на поверхности. Пока будем печь торт, крем у нас прекрасно охладится. 6 яиц отправляем в посуду, где будем взбивать тесто. Щепотка соли. 300 грамм сахарного песка. Смотрите, сегодня мы будем делать вначале все коржи вместе. 300 грамм сахарного песка. Сейчас я вам по ходу все объясню. Ваниль или ванильный сахар. И нам нужно будет это все взбить. Раньше я делала 3 коржа отдельно. Каждый корж из 2 яиц. 2 яйца, 100 грамм сахарного песка и так далее. Но вот этот вариант намного легче. Взбиваем все сразу. Сюда же добавляем 300 грамм сметаны. Если вам удобнее делать это все отдельно, то делайте отдельно. Разделите все тесто на 3 части и точно так же делайте. И здесь тоже у меня идет замена. Здесь у меня разрыхлитель. 3 чайные ложечки разрыхлителя. Если вы кладете соду, 1,5 чайной ложечки соды. По пол чайной ложечки получается на каждый корж. Все это мы хорошенько перемешиваем. Сейчас начинаем добавлять муки. Муки у нас уходит приблизительно 400 грамм, 390. Но 400 грамм тоже можете положить. На каждый корж по 130 грамм муки. Добавляем муку постепенно. Миксер я уже не использую, перемешиваем просто венчиком. Духовку сразу же включаем разогреваться на 180 градусов. Тесто получается по своей густоте похоже на густую сметану. Вот такое. Теперь нам нужно будет все тесто разделить приблизительно на 3 части. Где-то получается по 450 грамм приблизительно. Можно, конечно, на глаз это сделать, можно сделать с весами. Здесь у меня первая часть, первые 450 грамм. Сюда я добавляю 1 стакан крупно нарезанных грецких орехов. И перемешиваем. Торт получается очень праздничный, очень вкусный. Форма 24 сантиметра. На дно я укладываю бумагу. Можете выпечь даже в чуть-чуть меньшей форме размером. 22 сантиметра тоже получится очень хорошо. Тортик получается высокий. Отправляем в духовку выпекаться. Выпекался у меня ровно 20 минут при 180 градусах. Корж нам нужно тоже остудить. Для второго коржа нам нужно будет добавить мак. 100 грамм мака. Мак у меня уже промытый и высушенный, но не распаренный. Перемешиваем все это. И точно так же нам нужно будет выпечь второй корж.
Как я вам уже сказала, если вы не хотите взбивать все сразу, сделайте отдельно. Но мне кажется, так намного легче. Сделать все тесто и потом приблизительно его разделить на 3 части. С маком корж тоже у нас уже готов. И последний корж с изюмом. У меня черный изюм, 60 грамм черного изюма. Но можете добавить и обыкновенный изюм. Рыженький, так сказать. Все перемешали. Точно таким же образом выпекаем этот корж тоже. Все коржи пекутся приблизительно 20 минут. Очень хорошо этот торт делать, конечно, заранее. За ночь он пропитается и получается очень-очень вкусный. Пока выпекается у нас корж с изюмом, мы сделаем крем. Добавляем ванилин, крем у меня уже остыл, и 250 грамм сливочное масло. Комнатной температуры у меня масло. Взбиваем. Крем взбивается очень быстро, получается вот такой пушистый. И мне нравится вот именно этот заварной крем без яиц. Он получается очень нежный. С маком корж тоже у нас уже готов. Его тоже отправляем остужаться. Корж с изюмом у нас уже готов. Его тоже нам нужно будет остудить. На решетке, конечно, желательно. Теперь мы займемся сиропом. Для сиропа нам нужно будет взять 2 столовые ложки меда. Можно прекрасно заменить на 3 столовые ложки сахарного песка. Чуть-чуть теплая вода, 200 мл тепленькой водички. Все это перемешиваем хорошенько, чтобы мед растворился. И туда же я добавляю рюмочку коньяка. Приблизительно 2 столовые ложки. Теперь нам нужно будет каждый корж разрезать. Не бойтесь, режется очень легко, обыкновенным хлебным ножом. Вот такой у нас корж внутри. Точно так же разрезаем и корж с орехами, и корж с маком нам нужно будет точно так же разрезать. Коржи у нас уже все готовы. И начнем собирать торт. Я начинаю с изюма. Пропитываем корж. Обязательно следите края торта, чтобы были пропитаны хорошо. 2 такие хорошие столовые ложки крема. Распределяем крем. Второй корж у меня идет с орехами. Точно так же его пропитываем хорошенько-хорошенько. Весь сироп у нас должен уйти на 6 коржей. И также продолжаем в таком же порядке. Заканчиваю я маковым коржом. И получается, что я его пропитываю с обратной стороны. Смазываем верхушку, бока. Крема достаточно, хватает. И приблизительно 50 грамм орехов нам еще понадобится для того, чтобы просто его обсыпать. Обычно я украшаю торт только теми продуктами, которые идут в торт. Если, например, шоколад, конечно, это исключение. Шоколадом можно украсить любой торт, он получается только вкуснее. Но смотрите, здесь идут орехи и идет мак и изюм. Изюмом я не стала, конечно, его украшать, а вот маком и орехами получается очень даже прилично. Получается очень красивый, очень вкусный и большой торт. Здесь вы уже, конечно, включите свою фантазию, кто как хочет, украшайте. Можете просто обсыпать весь торт крошкой ореховой. Я его вот так украсила. Полежала у меня в холодильнике всю ночь. Пробуем. Смотрите, какая красота у нас получается. Полный восторг. Бесподобный торт. Попробуйте, мои дорогие, его спечь.
Мне кажется, я вам объяснила очень подробно, но все равно, если вы кто-то что-то не понял, спрашивайте, я буду всем отвечать. Всем приятного чаепития, пишите мне комментарии, приготовьте этот торт и будем дружить. Пока-пока, мои дорогие.